Однажды семья возвращалась домой после долгого путешествия по загородному шоссе. День выдался теплым и солнечным, поэтому супруги Майкл и Сара решили ненадолго остановиться возле небольшой рощи, чтобы размяться, подышать свежим воздухом и немного передохнуть перед продолжением пути. Они вышли из автомобиля и уже собирались устроить легкий перекус, как вдруг услышали странный звук. Сначала им показалось, что он доносится откуда-то издалека, но через несколько секунд стало ясно, что совсем рядом кто-то жалобно и очень громко мяукает. Супруги начали внимательно оглядываться по сторонам, пытаясь понять, откуда исходит этот отчаянный зов. Звук был настолько пронзительным и печальным, что невозможно было остаться равнодушным. Пройдя несколько метров вдоль обочины, Майкл заметил движение в высокой траве. Там, среди сухих стеблей и кустарников, сидел крошечный котенок. Малышка выглядела очень слабой и измученной. Было очевидно, что она давно находится одна и почти лишилась сил. Несмотря на это, котенок продолжал мяукать, словно надеясь, что кто-нибудь обязательно услышит ее и придет на помощь. Когда Сара осторожно подошла ближе, малышка попыталась подняться и поползла навстречу людям. Она едва держалась на лапках, но все равно старалась приблизиться к своим спасителям. Казалось, что котенок понимал, это ее единственный шанс выбраться из беды. Ее глаза были наполнены одновременно страхом и надеждой. Она словно боялась, что люди сейчас исчезнут так же, как исчезли те, кто когда-то оставил ее здесь совершенно одну. Супруги внимательно осмотрели малышку и быстро поняли, что ей необходима срочная помощь. Скорее всего, прежние владельцы обнаружили у нее серьезные проблемы со здоровьем и вместо того, чтобы заняться лечением, решили просто избавиться от животного. Они вывезли котенка подальше от населенных мест и оставили возле дороги, фактически обрекая на гибель. К сожалению, подобные случаи происходят довольно часто, и каждый раз они вызывают боль и недоумение у людей, которые искренне любят животных. Майкл и Сара даже не обсуждали, как поступить дальше. Решение возникло само собой. Они аккуратно завернули малышку в мягкий плед, дали ей воды и посадили в машину. Всю дорогу котенок спокойно лежал на руках у Сары, словно чувствовал, что теперь находится в безопасности. Уже вскоре семья доставила найденыша в ветеринарную клинику, где ее сразу осмотрели специалисты. Врачи подтвердили, что состояние малышки действительно было тяжелым. Она страдала от нескольких заболеваний, была сильно истощена и нуждалась в длительном лечении. Несмотря на это, ветеринары сохраняли оптимизм и решили сделать все возможное, чтобы спасти маленькую пациентку. Котенку дали красивое имя Белла, и именно с этого момента началась ее новая жизнь. Первые недели оказались непростыми. Белла проходила обследование, получала необходимые препараты и находилась под постоянным наблюдением специалистов. Сотрудники клиники быстро привязались к ней. Несмотря на слабость, малышка оказалась очень ласковой и дружелюбной. Каждый раз, когда кто-то заходил в ее помещение, она старалась подняться и приветствовала людей тихим мурлыканьем. Ее невероятная тяга к жизни вдохновляла всех вокруг. Проходили дни, затем недели. Постепенно состояние Беллы начало улучшаться. Она стала лучше питаться, набрала вес и начала проявлять интерес к окружающему миру. Вскоре котенок уже уверенно передвигался по комнате, играл с игрушками и с удовольствием общался с персоналом клиники. Каждый новый успех становился маленькой победой для врачей, которые вложили в ее спасение огромное количество сил, времени и заботы. Белла провела в ветеринарном центре почти 2 месяца. За это время она изменилась до неузнаваемости. Из слабой и испуганной крохи она превратилась в красивую, активную и жизнерадостную кошечку. Когда результаты последних обследований показали, что малышка полностью здорова, радости сотрудников клиники не было предела. Многие из них искренне переживали за ее судьбу и были счастливы увидеть, как она окончательно победила болезнь. Все это время Майкл и Сара регулярно интересовались состоянием своей подопечной, навещали ее и помогали всем необходимым. Они с самого начала пообещали, что после выздоровления обязательно заберут Беллу к себе домой. И когда настал долгожданный день выписки, супруги сразу приехали за своей любимицей. Оказавшись в новом доме, Белла быстро освоилась. Для нее подготовили уютное место для отдыха, приобрели игрушки, миски и все необходимое для комфортной жизни. Очень скоро кошечка почувствовала себя полноценным членом семьи. Она с удовольствием исследовала комнаты, играла, мурлыкала на руках у хозяев и каждый день дарила им свою любовь и благодарность. Теперь страшные дни, проведенные в одиночестве возле дороги, остались далеко в прошлом. Благодаря доброте неравнодушных людей Белла получила
получила шанс на счастливую жизнь. Ее история еще раз напоминает о том, как важно не проходить мимо чужой беды и помогать тем, кто не может попросить о помощи словами. Хочется верить, что впереди у этой замечательной кошечки будет много счастливых лет, наполненных заботой, теплом, уютом и любовью. Если вам понравилась эта трогательная история, ставьте лайк и обязательно заглядывайте на наш канал, где вас ждет еще множество удивительных, добрых и вдохновляющих рассказов о животных и людях, которые меняют их судьбы к лучшему.